Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе», и мы продолжаем с вами заниматься по нашему плейлисту по книге Стивена Пратта «Язык программирования C++». И в этом занятии мы с вами посмотрим возможности функции main, и на прошлом занятии мы написали нашу первую программу, так сказать, да, и сегодня мы ее прям досконально под микроскопом рассмотрим, если я все правильно понял, как там дальше идет глава. Вот, поэтому если не смотрели предыдущий ролик, то обязательно по ссылочке в описании смотрите, переходите на плейлист, там есть все занятия до, смотрите, которые вы еще не смотрели, и переходите уже потом сюда, иначе вы ничего не поймете. Ну а если вы уже дошли до этого занятия, то, как всегда, не забываем ставить лайк и подписываться на канал перед началом этого ролика, потому что я напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 64,5% зрителей. Замечательнейший результат, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажали на колокольчик, увидели новый ролик, посмотрели от начала до конца, получили удовольствие. Окей, поехали. Возможности функции main. Пример программы из листинга 2.1 имеет следующую фундаментальную структуру. int main, вот он у нас int main, операторы какие-то и return 0. В этих строках говорится о том, что существует функция по имени main, и они описывают ее поведение. Существует функция по имени main, и они описывают ее поведение. То есть вот это вот все описывает ее поведение. Вместе эти строки образуют определение функции. Что такое определение функции, мы сейчас запишем в наш словарь. Соответственно, занесли. Определение функции в языке программирования C++ – это часть кода, которая содержит имя функции, тип возвращаемого значения, список параметров и тело функции. Определение функции указывает, какие действия должна выполнить функция при ее вызове. Я здесь без примеров, потому что это наш чисто такой теоретический словарь. Определение функции отличается от объявления функции тем, что объявление функции содержит только имя функции, тип возвращаемого значения и список параметров, но не тело функции. Объявление функции служит для информации компилятора о существовании и сигнатуре функции до ее вызова. Например, вот такая вот запись у нас — это объявление функции, в которой мы не определяем тело этой функции, а определение функции, соответственно, то же самое, только у нас еще добавляется тело функции, ну и там какие-то свои вот эти вот штуки-дрюки, да, которые внутри. Кстати, все эти понятия из книги найдете также по ссылочке в описании. Окей, что у нас идет дальше? Все вместе эти строки образуют определение функции. Это определение состоит из двух частей. Первой строки int main, определение функции, да, как мы сказали, int main состоит, вот int main. Int main у нас есть, которая называется заголовком функции и частью, заключенной в скобке. Частью, заключенной в скобке, которая называется телом функции. Наверное, вот эти понятия мы вносить в словарь не будем, потому что плюс-минус интуитивно понятно, да, что это название функции, а это тело функции, просто или занести. Или занести. Ладно, давайте занесем. Заносим, так все, давайте еще два понятия занесем. Итак, еще два понятия. Заголовок функции в языке программирования C++ – это часть определения функции, которая содержит имя функции, тип возвращаемого значения и список параметров. В нашем случае это тип возвращаемого значения int, main – это название функции, а параметры у нас здесь не указаны. Да? Окей. И еще одно здесь же понятие. Это... Забыл. Какое? Тело функции, да. Тело функции, вот оно, даже вот здесь осталось. Тело функции – это часть определения функции, которая содержит набор инструкций, которая определяет логику работы функции. Тело функции находится между фигурными скобками после заголовка функции, который содержит имя функции, тип возвращаемого значения и список параметров. Тело функции может содержать любые операторы, выражения, переменные, константы и другие элементы языка C++, которые необходимы для выполнения задачи, которую выполняет функция. Тело функции также может содержать оператор return, который завершает выполнение функции и возвращает значение выражения. Оператор return не обязателен, если функция имеет тип void или не нуждается в возврате значений, но об этом мы тоже еще попозже поговорим. Например, int sum, и вот у нас есть return, да, a плюс b. То есть есть функция, есть тип возвращаемого значения, есть название функции, есть параметры, которые сюда приходят в круглые скобки, и, соответственно, есть выражение. Тело функции открывается и закрывается фигурными скобками, и есть в этом теле оператор return, который возвращает нам сумму данных. Забываю, что вот это. Что
Что это такое? Не могу, что это, что это такое? Все, заучился настолько, что... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Список параметров, да, ну параметры, в общем, его. Все, скоро кукуха точно поедет. Ладно, поехали дальше. Едем не мы, кукуха, оставайся на месте. Так вот, который называется телом функции. Разобрались, что такое тело функции, разобрались, что такое заголовок функции. В стандарте ICO эти скобки называются фигурными. На рисунке 2.1 приведено графическое представление функции main. В заголовке функции вкратце описан ее интерфейс с остальной частью программы, а в теле функции содержится компьютерная инструкция о том, что функция должна делать. В языке C++ каждая полная инструкция называется оператором. Давайте тоже запишем, что такое у нас оператор. А мы отсюда и возьмем, наверное, определение, нормальное определение, да? Так, ладно, нет, все-таки решил написать большое такое определение. Ну, в общем, не то чтобы большое. В любом случае, оператор в языке программирования – это символ или слово, которое обозначает некоторую операцию, которая может быть выполнена над одним или несколькими значениями, называемыми операндами. Операторы позволяют создавать выражения, которые вычисляются в новые значения. Операторы в C++ делятся на несколько категорий, такие как арифметические, логические, побитовые, сравнения, присваивания и другие. Операторы в C++ имеют разный приоритет и ассоциативность, которые определяют порядок их выполнения в выражении. Некоторые операторы в C++ могут быть перегружены, то есть изменены для работы с разными типами данных или классами. Но об этом тоже уже подробнее будет дальше. Окей, значит в языке C++ каждая полная инструкция называется оператором. Хорошо. Каждый оператор должен завершаться точкой запятой, поэтому не забывайте ставить ее в наборе операторов. Везде, всегда, в конце нашего, так сказать, предложения, как точка в предложении, так и у нас точка с запятой. Хорошо. Картинка наша, давайте на нее посмотрим. Имя функции, здесь main, заголовок функции, вот он у нас есть, да, есть у нас имя функции, это main, есть заголовок функции. Заголовок функции состоит из имени и из типа возвращаемого значения. Далее у нас есть определение функции, то есть тело этой функции. То есть все это дело, это определение функции, а тело функции это то, что входит в наши фигурные скобки. Все, что внутри фигурных скобок, это тело функции. Соответственно, у нас здесь есть какие-то операторы. Операторы это выражение C++, завершаемые точкой запятой. То есть вот это все, по идее, у нас это операторы. Ну, если просто рассматривать, да, как программу. Все, что на каждой строчке завершается точкой запятой, это у нас операторы. И, соответственно, в конце у нас завершение функции нашим return 0. Окей. Финальный оператор функции main называется оператором возврата. Вот это у нас с вами оператор возврата. И плюс еще одно в копилку выражения получается. Соответственно, оператор возврата – это оператор, который завершает выполнение функции и возвращает значение выражения, указанного после него. Оператор возврата имеет две формы – это return выражение какое-то, return, ну в смысле return и какое-то выражение. Эта форма используется для возвращения результата из функции, которая имеет тип отличный от void. Что такое void, поговорим еще позже по-любому. Возвращаемое значение должно соответствовать типу функции или допускать неявное преобразование к нему. Ну, здесь говорится о том, что, например, у нас интовое выражение int main, да, и мы ожидаем, что у нас на возврате будет нолик, ну, интовый нолик, да, то есть 0, не 0 и 0, да, там, какой язык у меня, русский? Но все сломал. Вот. Вот так, наверное, программа работать не будет, потому что это не интовый 0, ну, либо она преобразует его сама в 0. Здесь и очень интересный такой вопрос, да, кстати, запустится, нет? Чисто ради интереса. Ну, вроде заработал. Вроде заработал и завершил работу 0, да? Оп. А так, что будешь делать? Интересно. Ладно, проехали. Но в общем, в любом случае, возврат должен быть таким же, какой у нас здесь функция. Интовый 0, в смысле интовый main или интовая там любая функция, интовая double float и должна возвращать, return должен возвращать тот же самое значение. Думаю, здесь понятно, да, если у нас функция double, она ожидает, что в нее вернут double. Вот. Так что здесь достаточно забавно. Окей. Что там у нас, где это? Я там остановился, не дочитал. Return выражение, да, и return можно просто завершать return. Эта форма используется для завершения функции, которая не возвращает никакого значения, то есть имеет тип void. Но опять же, про эти функции типа void, я думаю, там будет еще поговорим, в общем, после. Так что, если ничего не понятно, это не страшно. Эта форма может быть опущена, если функция заканчивается без оператора возврата. Оператор возврата позволяет передавать данные между функциями и контролировать поток выполнения программ. Оператор возврата может быть перегружен для классов, чтобы изменить его поведение или значение. Окей, здесь все пока
Пока все хорошо, да? Называется оператором возврата, его назначение завершить выполнение программы. В этой главе мы еще вернемся к нему. Хорошо. Операторы и точка с запятыми. Оператор представляет действие, которое должно быть выполнено. Чтобы понять ваш исходный код, компилятор должен знать, где заканчивается один оператор и начинается другой. В некоторых языках программирования используется разделитель между операторами. В языке Fortran, например, для разделения операторов друг от друга применяется символ конца строки. В языке Pascal для разделения операторов используется точка с запятой. В языке Pascal точку с запятой можно в некоторых случаях опускать, например, после оператора или перед AND, когда на самом деле разделение двух операторов не происходит. Прагматики и минималисты могут не согласиться с тем, что можно, что значит это значит нужно. Однако в языке C++, в отличие от C, точка с запятой больше используется в качестве терминатора или признака завершения, а не как разделительный знак. В общем, точка с запятой – признак завершения. Разница заключается в том, что точка с запятой, действующая как терминатор, является частью оператора, а не маркером между операторами. На практике в языке C++ точку с запятой никогда нельзя опускать. Ну хорошо. Надо было просто вот это одно предложение написать и все. Запомните, на практике никогда не опускайте точку с запятой в конце вашей фразы, иначе все будет плохо, все будет ломаться, будет требоваться точка с запятой. Думаю, этого было бы предостаточно. Так, ладно, заголовок функции как интерфейс. Сейчас самое главное усвоить следующее правило. Синтаксис языка программирования C++ требует начинать определение функции main с заголовка int main. Синтаксис заголовка функции детально рассматривается позже в разделе функции, а пока что для тех, кому просто не терпится удовлетворить свой интерес, мы вкратце расскажем о сути этого заголовка. Функция в языке C++ активизируется или вызывается другой функцией, и заголовок функции описывает интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. Ничего не понятно. Абсолютно. Люблю, когда так написано, когда ничего не понятно. Еще раз, функция в языке C++ активизируется или вызывается. Ну вот, когда мы доходим до сюда, мы вызываем функцию main. Хорошо, она вызывается другой функцией. И заголовок функции... ну это в смысле любая функция, да? Любая функция вызывается другой функцией, описывает интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. Описывает интерфейс. Ну, интерфейс, наверное, это вот это имеется в виду. Давайте дальше почитаем, что там они говорят. Интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. Та часть, которая предшествует имени функции, называется возвращаемым типом функции. Та часть, которая предшествует имени функции, та часть, которая предшествует. Ну в смысле вот это. Я понял, о чем речь. Та часть, которая предшествует имени функции, называется возвращаемым типом функции. В ней описывается информационный поток, поступающий из функции обратно к функции, которая ее вызвала. Функции. Кошмар. Так, возвращаемый тип функции. Давайте-ка мы запишем это определение. Ничего не понятно, но очень интересно. Значит, еще раз, возвращаемый тип функции – это тип данных, который функция возвращает после своего выполнения. Возвращаемый тип функции указывается в заголовке функции перед ее именем, это мы поняли. Возвращаемый тип функции должен соответствовать типу значения, которое функция возвращает с помощью оператора return. Это то, что я немножко выше об этом говорил, да? Если функция не возвращает никакого значения, то используется тип void. Возвращаемый тип функции определяет, какие операции можно выполнить с результатом вызова функции, а также какой тип переменной может хранить этот результат. Например, если функция возвращает тип int, то ее результат можно использовать в арифметических выражениях или присваивать переменной типа int или другого числового типа. Так, хорошо. Хорошо, с этим как будто бы разобрались. В ней описывается информационный поток, поступающий из функции обратно к функции, которая ее вызвала. Жесть, да? Та часть, которая предшествует имени функции, называется возвращаемой типом функции. В возвращаемом типе функции описывается информационный поток, поступающий из функции обратно к функции, которая ее вызвала. Описывается информационный поток, поступающий в функции. Та часть, которая заключена в скобке после имени функции, называется списком аргументов или списком параметров.
списком аргументов или списком параметров. В ней описывается информационный поток, который поступает из вызывающей функции к вызываемой функции. Это просто очень важно, и это нужно прям понять, потому что дальше будет все очень как бы так. Сейчас мы запишем, что такое списки аргументов и списки параметров, но в принципе это одно и то же, поэтому запишем одно что-нибудь, да, но обычно, я не знаю, что то одно и то же, поэтому применительно к main это описание будет немного отличаться, поскольку она, как правило, не вызывается из других частей программы. Окей, значит, давайте запишем, что такое список аргументов и список параметров, и продолжим еще раз вот это читанем, и еще раз разберемся в этом деле, прям точечку такую поставим логическую, что мы это дело поняли. Так, окей, список аргументов. Так, еще раз, значит, закрепим список аргументов или параметров функции. Это часть вызова функции, которая содержит значения, которые передаются функции в качестве входных данных. Список аргументов находится в круглых скобках после имени функции и разделяется запятыми, если их там не одно. Да? Количество и типы аргументов должны соответствовать количеству и типам параметров, которые указаны в заголовке функции. Список аргументов позволяет передавать данные между функциями и изменять поведение функции в зависимости от переданных значений. Список аргументов может быть пустым, если функция не требует никаких параметров. Окей, по определениям понятно, давайте еще раз вот этот вот абзацик прочитаем и прям вникнем в него основательно. Функция в языке C++ активизируется или вызывается. Но обычно говорят вызывается. Да? То есть функция в языке C++ вызывается другой функцией. Обычно наша функция main вызывает какую-то другую функцию, которую мы там напишем. Да? Здесь просто примеров нету, но обычно там есть еще какая-то там, я не знаю, функция. Какая-нибудь фу. Функция foo, да, вот мы там, не знаю, определять не буду, ладно, вот так сделаем. У нас есть какая-нибудь функция foo, и мы ее из функции main вызываем. Вот, и мы ее вызвали отсюда, да, то есть обычно вот так это делается. Соответственно, функция, давайте вот на примере foo будем смотреть, функция в языке C++ вызывается другой функцией. В нашем случае функция foo, вот здесь вот на 15 строке кода, вызывается функцией main. Функция main вызывает функцию foo. И хочет вот, что-то там увидеть, да. Соответственно, другой функции и заголовок функции описывает интерфейс. И заголовок функции описывает интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. Заголовок функции, то есть вот это вот дело, вот это, мы же здесь пишем, указываем заголовок этой функции, да, правильно? Правильно. Мы указываем заголовок функции, описывает интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. Ну, как будто бы... Давайте здесь напишем I am foo. То есть интерфейс это все то, что вот здесь внутри. Это называется интерфейсом. Вот это тоже надо, видимо, понимать, да? Интерфейс. Интерфейс. Описывает интерфейс. Давайте вообще занесем понятие интерфейс, потому что для меня слово интерфейс это, я не знаю, вот программой ты управляешь, у тебя есть интерфейс. Когда я вижу вот так вот интерфейс, то сложно понимать, что вот это вот интерфейс. Давайте сейчас узнаем понятие, что такое интерфейс, и продолжим. Так, интерфейс. Так, ну вот, сейчас будет немножко понятнее. Значит, интерфейс функции – это часть определения функции, которая указывает, какие аргументы и какого типа должна принимать функция при ее вызове, и какой тип значения она должна возвращать. Интерфейс функции состоит из заголовка функции, который содержит имя функции, тип возвращаемого значения и список параметров. Интерфейс функции позволяет передавать данные между функциями, контролировать совместимость и корректность вызова функций. Интерфейс функции отличается от тела функции тем, что тело функции содержит набор инструкций, который определяет логику работы функции. Ну, здесь я не знаю, зачем это. Ну ладно, пусть будет. Окей, в общем, получается то, что интерфейс это вот это все, что ли? То есть вот это все, это и есть интерфейс. Ох уж эти интерфейсы, в классах интерфейсы, здесь интерфейсы, везде интерфейсы, голова кругом вообще. Еще раз, получается, вызывается наша функция foo, вызывается другой функцией, то есть нашей функцией main, и заголовок функции описывает интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. То есть, предположим, если бы у нас здесь было что-нибудь интовое и принимало там int a и int b, например, то вот это вот здесь вот мы бы должны были передать еще два значения, да, там двух переменных, у нас их нет, конечно, но пусть будут, будет подчеркнуто, но не страшно, у нас их просто нет. Соответственно, вот это вот и есть интерфейс, то есть через него мы как бы передаем, да,
если я вот правильно понимаю, что здесь написано, описывает интерфейс между функцией и вызывающей ее функцией. Вот это вот наш интерфейс. Все вместе, что у нас есть название функции, у нас есть список параметров, которые мы туда передаем, и это и есть интерфейс, получается. Да? Та часть, которая предшествует имени функции, называется возвращаемым типом функции. То есть вот здесь у нас есть возвращаемый тип функции, ну он int, да, но здесь сделаем просто, чтобы он отличался от типа main. В нашем случае функция foo имеет тип возвращаемый void, то есть она ничего не возвращает, она просто печатает сообщение в консоль. В ней описывается информационный поток. Та часть, которая предшествует имени функции, называется возвращаемым типом функции. В ней описывается информационный поток, поступающий из функции обратно к функции, которая ее вызвала. То есть информационный поток, вот это вот, описывается информационный поток. То есть здесь имеется в виду, что void, вот этот вот void описывает информационный поток, который возвращается в вызывающую функцию. То есть что вернется в нашу функцию, соответственно, ничего не вернется, никакого как бы информационного потока нет. А если бы была интовая, то был бы информационный поток типа int. Ну, вот это слово информационный поток, оно прям, ну, как-то слишком жестко. Но информационный поток. Хорошо. Поступающий из функции обратно к функции, которая ее вызвала. Та часть, которая заключена в скобке после имени функции, называется списком аргументов или списком параметров. Ну, по это уже показывал, да, здесь int a, int b писал. Соответственно, их может быть там сколько угодно, но они должны быть указаны через запятую все, да. Ну, соответственно, в конце там не это самое. Окей. Что дальше? Называется списком, в ней описывается информационный... Вот, еще раз, да. Та часть, которая заключена в скобке, после имени функции, называется списком аргументов или списком параметров. В ней описывается информационный поток. Поток в смысле то, что, наверное, приходит и уходит, да, вот как здесь надо понимать, то, что поток – это поток ввода, да, есть у нас поток ввода, поток вывода, вот есть у нас сяут поток ввода, поток вывода, ну, понятно, здесь подчеркивается, но ничего страшного. Поток ввода, поток вывода, и, соответственно, здесь под потоком имеется в виду вот этот приход или уход, да, все, походу я осознал, что значит здесь поток. В общем, в списке параметров описывается информационный поток, который поступает из вызывающей функции к вызываемой функции. То есть вот это вот у нас с вами информационный поток, который как бы наша функция ожидает получить, вызываемая из вызывающей. То есть, видите, у меня здесь компилятор ругается, говорит, слишком мало аргументов в вызове функции. То есть, получается, мы вот здесь, не указывая никаких наших переменных, да, мы нарушаем информационный поток и как бы не додаем нашей функции каких-то аргументов. И наш информационный поток, ну это все это слово на день, теперь у меня сегодня информационный поток нарушается. Потому что, ну, как бы несоответствие. Получается, что здесь у нас должно быть два параметра, а здесь ничего нет. Поэтому а-та-та такое дело, вот у нас ругается компилятор. Так, ну хорошо, как будто бы вот оно там где-то шестеренкой начали крутиться и понимать. Но информационный поток это, конечно, жестко, который поступает к вызывающей функции, вызываемой функции. Применительно к main это описание будет немного отличаться, поскольку она, как правило, не вызывается в других частей программы. Ну, потому что поэтому здесь пустые у нас с вами скобки стоят. Так, ну, как будто бы окей, да? Как будто бы окей. Как будто бы окей, как будто бы здесь понятно. Ну, разобрались. Немножко тяжко, сложно, но окей. Так, хорошо. Обычно к функции main обращается код запуска, добавляемый компилятором в вашу программу. Он нужен в качестве связующего звена между программой и операционной системой. По сути, заголовок функции описывает интерфейс между функциями main и операционной системой. Давайте рассмотрим описание интерфейса main, начиная с части int. Функция C++, которая вызывает другая функция, возвращает значение в активизирующую функцию. Функция C++, которая вызывает другая функция, возвращает значение в активизирующую функцию. В вызывающую, да, давайте слово активизирующую будем упускать и говорить вызывающую функцию. Еще раз, функция C++, которую вызывает другая функция, возвращает значение в вызывающую функцию. Так, ну с этим мы разобрались, да, если мы здесь вызываем значение foo, и она у нас имеет тип void, то она как бы возвращает значение void, но она ничего не возвращает, потому что void это, ну в общем вы поняли, если бы был int, то возвращал бы тип int. Окей. Хорошо. Потихонечку по шажочкам будем, чтобы прям вот, ну, понимать каждое предложение. Это значение называется возвращаемым значением. А мы разве не записывали такое? Есть у нас такое понятие? Сейчас я чекну.
Так, возвращаемый тип функции у нас в понятиях есть, поэтому окей. Это значение называется возвращаемым значением. В данном случае функция main может возвращать целочисленное значение, на что указывает ключевое слово int. Окей, хорошо. Далее, обратите внимание на пустые скобки. У нас здесь есть с вами пустые скобки. Обращаем на это внимание. В общем случае функция C++ может передавать информацию функции, которую вызывает. Может передавать информацию функции. Ну то есть, все правильно, да, то есть мы могли бы передать какую-то информацию другой функции, но у нас здесь пустенько. Так, эту информацию описывает часть заголовка функции, заключенная в скобке. То есть то, что внутри, вот эта информация записывает. Информационный поток! Так, все, у Илюши крыша поехала спокойно. В нашем случае пустые скобки означают, что main не принимает никакой информации или обратиться к обобщенной терминологии, или если обратиться к общепринятой терминологии, функция main не принимает аргументов. Все, функция main не принимает аргументов. На стену себе. Так, все, надо успокоиться. Надо где там пауза, надо тормозить. Вот дойдем до функции main и тормозим. Так, соответственно, не принимает никакой информации или не принимает никаких аргументов. Утверждение о том, что функция main не принимает аргументов, не означает, что она не имеет смысла. Под аргументом программисты подразумевают информацию, которая передается из одной функции в другую. Про аргумент у нас тоже уже было там в понятиях. Вот, короче говоря, заголовок int_main говорит о том, что функция main возвращает целочисленное значение. Почему целочисленное? Потому что она интовая, запомнили. Целочисленное значение, вызывающую ее функцию, и что функция main не принимает никакой информации от вызывающей функции, потому что она пустая. Окей. Во многих существующих программах используется классическая форма записи функции в стиле C main. Так, и еще, давайте еще раз вот здесь вот это вот дело. Короче говоря, заголовок вот сюда мы сейчас его перенесем. В смысле, мы сейчас с вами вот это проговорим, только не про main, да? Короче говоря, наш void foo говорит о том, что наша функция foo возвращает никакого значения. Void это никакое значение. Если бы здесь был какой-нибудь double, мы бы возвращали double, да? Возвращает целочисленное значение или то, что написано здесь. Неважно, что там будет написано, в смысле сейчас нам, да, неважно. Возвращает значение типа double, вызывающую функцию, и что функция foo не принимает никакой информации. Или бы принимала, если бы у нас здесь были какие-нибудь с вами double b, double i. И вот в этом случае она бы у нас и принимала информацию, принимала бы два значения из вызывающей функции. Оп, все, хорошо. Вот прям, как будто бы прям разобрались. Как будто бы прям, молодцы. Так вот, соответственно, в классическом C опускание возвратимого значения равнозначно тому, что функция имеет тип int, однако в языке C++ от такого подхода отказались. Можно использовать и такой вариант. Int main void самый подробный стиль. Не смотрим сюда, все плохо. Использование ключевого слова void в скобках — это явный способ указать, что данная функция не принимает. О, красиво! То есть вот так мы указываем явно, что функция не принимает никаких значений. То есть вот здесь тоже... подождите, а здесь тоже так надо писать? Можно так вообще писать? Нет, идентификатор v нет, смотрите, можно. Как будто бы лишнее. Как будто бы, прикольно. Блин, здорово, нравится, надо запомнить, буду всегда так делать. Не значит, что мне прям нравится для глаза, в смысле. Мне просто всегда нравится все явно указывать, потому что я, видимо, настолько умный, что если явно не указано, то я бы не принимать никаких аргументов, и все. А так ты void указал, и void указал, и все. И как бы хорошо. Пустые скобки равнозначны использованию ключевого слова void. И так ты знаешь и понимаешь, что там не просто пусто, а вот и пусто там потому, что там не пусто, там void. Понимаете? Понимаете разницу? Там не пусто, там void. В языке C пустые скобки означают, что вы ничего не сообщаете, никаких аргументов. Некоторые программисты используют следующий заголовок и опускают оператор возврата. Void main. Кстати, да, тоже так вот делаю. Тоже так делают. Void main. Вот. И опускают, соответственно, видите, у меня нолик здесь подчеркивается, сразу же говорится, что у тебя же void, что ты возвращаешь 0, надо его тогда туда его. Это логически имеет смысл, поскольку возвращаемый тип void означает, что функция не возвращает значение. Однако, хотя данный вариант работает в некоторых системах, он не является частью стандарта. Таким образом, в других системах он даст сбой. Лучше всего не применять эту форму записи,
а использовать форму, соответствующую стандарту C++, особых усилий это не потребует. Вот, ну, в общем, в интернетах ваших можете часто увидеть, что ребята, многие пишут именно вот так, да, то есть они пишут void main и говорят вам, что когда-нибудь вы это сами поймете. Вот теперь вы сами это поняли, что если у вас void main, просто им, видимо, лень всегда писать return 0. Но, как вы видите, сказано, что в стандартах говорят а-та-та. Ну, вот этот void вот здесь мне очень нравится. Мне кажется, я теперь его всегда буду писать, потому что что-то прям по кайфу. Вот, хорошо. И, наконец, стандарт ICO-C++ идет на уступки тем программистам, которые не особо нравится необходимость ставить оператор возврата в конце функции main. Вот сейчас как раз-таки про эту лень и поговорим. Если компилятор достиг завершения функции main, не встретив при этом оператора возврата, результат будет таким же, как если бы main заканчивался следующим оператором return 0. Неявный возврат возможен только для функции main, но не для любой другой функции. То есть вот этот return, в принципе, его здесь может и не быть, и программа будет работать так же сам. Но хорошим тоном является пишите, как говорится, да. Вот, поэтому здесь все вот это вот, и все работает, все замечательно. Кстати, видели, да, вот наша функция, вот здесь это она вызывается, и после you won't regret it у нас выводится I'm full. Ну, I'm the best of the best of the best. А функция у нас full. Ура! Все, так, давайте тормознем, потому что мне стало слишком весело. Когда мне слишком весело, крыша уезжает моментально. Окей, вот такая вот функция main. Мы сегодня про нее поговорили. Далее у нас с вами будет, почему функции main нельзя назначать другое имя, про комментарии в языке C++ поговорим, про препроцессор поговорим, и если крыша не съедет, еще до имена заголовочных файлов доберемся, а может быть и даже до пространства имен. Это уже посмотрим, как у меня будет со всем вот этим вот. Но я думаю, сегодня было весело, интересно и замечательно. Разобрались. Главное вот так вот разбираться, когда у меня вот это вот настроение есть, мне оно нравится, когда вот прям лезешь и прям разбираешься. Не всегда такое бывает, но в большинстве своем бывает, и мне это тоже нравится. Вот, поэтому если вам это все тоже понравилось, то не забываем лайк поставить, комментарий написать, колокольчик тыкнуть, потому что, напоминаю, что вы красавчики настолько, что за последние 28 дней контент с подпиткой посмотрели 64,5% зрителей. Результат колоссальнейший. Но наш с вами челлендж это 70%, поэтому на колокольчик нажали, новый ролик увидели, включили, посмотрели. Увидели еще новый ролик, включили, посмотрели, потому что они выходят минимум 1 в день, а максимум 3 в день, поэтому есть что посмотреть. Также полезные все ссылки найдете в описании на другие интересные плейлисты, на другое вот это вот все. Ну и увидимся с вами в следующих роликах. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Занимаемся в этом плейлисте по книге Стивена Прата «Язык программирования C++». Всем до скорых встреч, увидимся в новых роликах. Всем пока.